Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как обычно, по традиции, мы начинаем с вами обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 5 апреля и киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка на оперативных направлениях и на линии фронта в Украине сложилась за прошедшие сутки следующим образом. Враг нанес 3 ракетных удара и 30 авиационных ударов. Также было осуществлено более 42 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. И даже, я бы сказал, за прошедшие сутки возросла в связи с изменением ситуации в Черном море. Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на тех же самых направлениях. Это Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления, где за сутки вооруженными силами Украины было отбито порядка 60 атак на наши позиции. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий. Это самые горячие точки. Кстати, обратите внимание, в эти сутки Авдеевка осталась немножко, слава богу, осталась за бортом. Там наши войска провели стабилизационные мероприятия, о них мы поговорим чуть позже. И атаки российских войск немного прекратились. Ну, пройдемся по оперативным направлениям. Волынское и Полесское направление. Здесь абсолютно все без изменений. Ситуация стабильная, контролируемая. Продолжается наращивание инфраструктуры оборонных сооружений государственной границы Украины. С той стороны проходят мероприятия тоже по усилению государственной границы белорусскими вооруженными силами, а также подготовка российских войск на территории Белоруссии. Да, Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство Республики Беларусь и сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей, российские войска. Днем российские оккупанты обстреливали, в течение суток, правильнее так будет сказать, российские оккупанты обстреливали все 3 области: Черниговскую, Сумскую и Харьковскую область. Есть пострадавшие среди мирного населения. И активизировалась работа на этих направлениях, особенно в Сумской области активизируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. Надеемся, что наши пограничники принимают соответствующие меры для недопущения проникновения ДРГ противника на нашу территорию. И, естественно, совершения тут диверсионных актов или поведения разведывательной деятельности на нашей территории. Далее Купинское направление. Здесь без изменений. Здесь позиционные бои, атаки наших позиций и обмен артиллерийскими ударами. Да, мы знаем, я говорил в предыдущие сутки, что Российская Федерация стягивает на Купинское и Лиманское направление артиллерию, но пока никаких мер или никакого движения в плане начала или активизации огневых налетов по нашим войскам мы не наблюдаем. Возможно, это связано с тем, что горят склады, и теперь российскому командованию необходима перегруппировка в плане организации логистики и восстановления тех боезапасов, которые были уничтожены нашей артиллерией. На Лиманском направлении противник активизировал атаки на наши позиции к югу от Кременной, но успеха не имел. Все атаки были отбиты, противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Бахмут. Вот это, наверное, самая большая боль души. Город Бахмут, который героически продолжает сражаться. Бои идут в центре города. Я уже говорю не за центр, а в центре города.
был ряд, оккупанты совершили ряд безуспешных наступательных действий в окрестности Богдановки. Все попытки продвинуться были отбиты. За сутки на бахмутском направлении было зафиксировано более 30 атак со стороны российских оккупационных войск. Ну, мы, к сожалению, констатируем, что завод Азом перешел полностью под контроль российских оккупационных войск. Также кварталы между заводом и центральной площадью тоже перешли под контроль российских войск. Там ситуация остается тяжелая. Противник постепенно продвигается к западу, в сторону к железной дороге. Но пока принято решение продолжать оборону города. То есть высотная часть города, кстати, находится на западе самого Бахмута. Наши войска готовятся к ее обороне, бои постепенно к ней приближаются. Но, как сегодня заявил президент Зеленский в Польше, прибывая там с официальным визитом, что если ситуация будет критической в плане угрозы окружения наших войск, то, естественно, будет принято решение, будет отдан соответствующие приказы для того, чтобы сберечь наши войска и не допустить создания такой катастрофической ситуации. То, что она там критическая, это уже известно, она уже давно, несколько недель критическая. Вот. Так что надо констатировать, что есть продвижение, незначительное, но есть продвижение российских войск в Бахмуте. Там, кстати, сложилась очень интересная ситуация в самом городе. Я делаю вывод, что все-таки в генеральном штабе решили полностью расправиться с вагнеровцами. Полностью. Сточить их в ноль. Мы знаем, что недавно месяц назад была перегруппировка подразделений Вагнера. Что сделали? Российское командование, именно командование российское, не Пригожин. Я вам говорил об этом давно уже, говорил, что Пригожина давно отодвинули. Там есть люди, которые командуют военными, и которые, эти наемниками, точнее военными их нельзя назвать, они не комбатанты, они военные преступники, согласно международному праву. Так вот, там есть люди, которыми командуют, и общее руководство осуществляет, естественно, генеральный штаб. Естественно, Герасимов осуществляет общее руководство военной операцией российских войск в Украине. Так вот, там на России, видимо, приняли решение добить вагнеров. Что сделали? Месяц назад, я так понимаю, все ЗК, все заключенные, которые воюют в составе Вагнера, были переброшены в район Мелитополя. Колонны автобусов вывозили этих ЗК, и они сейчас сидят там. За счет того, что туда перебросили ЗК, с Мелитополя сняли регулярные части вооруженных сил России и перебросили их, соответственно, сюда, в район Бахмута. В Бахмут зашла 98-я, по-моему, воздушно-десантная дивизия, мы об этом знаем. Но самое интересное, что десантники не спешат ввязываться в бой. Российские десантники подпирают вагнеровцев. Вагнеровцы остались только основной состав, то есть ЗК нету уже, а вот наемники, те там остатки профессионалов, которых они, как они их называют, профессионалы, наемников в составе Вагнера, их всех сгребли с территории Российской Федерации. Вот то, что говорили, что там у него разбросано несколько тысяч по территории России, вот их всех сгребли, и они сейчас, вот этот основной состав наемников, который считается более профессионально подготовлен, вот он сейчас сражается в Бахмуте. И российские десантники сзади их заперли. Вот эта десантная дивизия, она стоит за спиной вагнеровцев. И они толкают, то есть вагнеровцы не могут не выйти из района боевых действий, не могут не провести ротацию, ничего. Им только пропускают боеприпасы и продовольствие, и подталкивают их в спину, чтобы они шли вперед. Таким образом, вагнеровцы несут основные потери в Бахмуте. Ложат людей там десятками и сотнями.
Ну, а десантные части только иногда вступают в боевые столкновения с нашими войсками на других направлениях и подпирают вагнеровцев впереди себя. Вот таким образом, я так понимаю, что решили ликвидировать вот это подразделение, вот этих наемников, для того, чтобы полностью обезоружить Пригожина с его огромными амбициями, которые он сегодня пытается высказывать. Но в любом случае основные потери несут именно вот эти вагнеровцы. Кстати, их же спишут просто в ноль, и никто ни за что платить не будет. И их даже могут засекретить и скрыть. Что, скорее всего, и сделает Генеральный штаб Российской Федерации. Вот. Далее Авдеевка. В Авдеевке там события вообще развиваются немножко в другом направлении. То есть там вооруженные силы, ну если верить, наш генеральный штаб пока не подтвердил эту информацию, но Американский институт изучения войны пишет, что ВСУ провели успешное контрнаступление возле Авдеевки. По информации аналитиков, украинские силы отбили позиции северо-западнее Новоселовки, это 17 километров восточнее Авдеевки, и продвинулись вплотную к населенному пункту. Но при этом штурмовать Новоселовку не стали, вот, остановились. Но тем не менее мы довольно неплохо, если посмотреть по карте, довольно неплохо отбросили. Ну я имею в виду, Deep State пока еще не отразил это на своей карте, но тем не менее на обычной, если карте посмотреть, вот, где показана линия фронта и где находится Новоселовка. Вот. Кроме того, в отчете генерального штаба, нашего генерального штаба было опровержение о том, что вагнеровцы захватили железнодорожную станцию Бахмут-1, поскольку визуальных подтверждений этому нет. Также подтвердили, что россияне захватили центральную часть. Вот, центральная часть Бахмута, да, она находится под контролем российских оккупационных войск. Вот такое вот. Так что в Авдеевке, наоборот, ситуация складывается в нашу пользу. И мы не просто полностью сбили наступательный потенциал российских войск, мы еще и улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодную позицию и господствующие высоты севернее Авдеевки. Там сейчас наступательных действий со стороны российских войск практически не проводится. Это, кстати, ответ на комментарии. Там пишут некоторые, что вооруженные силы Украины драпают. И как написать? Да, бегут по всем фронтам, драпают, написали. Ну, вот вам и драпанье по всем фронтам. Кстати, если они драпают, почему же линия фронта до сих пор стоит? Почему до сих пор вторая армия в мире не может выйти на границы Луганской, административные границы Луганской и Донецкой областей. И больше 6 месяцев штурмует один населенный пункт районного значения, город Бахмут. Далее, Марьинка. Здесь то же самое, здесь активизировались наши войска и отбиты все попытки наступления со стороны российских войск. Вот, и ситуация более-менее стабилизировалась. Атаки продолжаются, но все атаки российских оккупационных войск безуспешные. Линия фронта в Марьинке не поменялась, стоит, не колеблется. Кстати, в районе Первомайского тоже противник понес существенные потери и отказался от дальнейших атакующих действий. Уже точнее, со вчерашних суток никаких наступательных действий в районе Первомайского противник не предпринимает. Шахтерское направление, Запорожское направление, здесь, ну, Шахтерское, скажем так, здесь вообще стабилизированная ситуация, никаких активных действий, позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. На Запорожском направлении и Херсонском направлении, ну, в Запорожском враг продолжает наращивать оборонительные возможности. Российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов, это включая и Херсонскую область, и Запорожскую область.
Здесь они строят оборонительные рубежи, идут позиционные бои, идет обмен артиллерийскими ударами, идет обмен авиационными ударами, но активности ни одна, наступательной активности ни одна, ни вторая сторона, то есть ни мы, ни российские оккупанты не предпринимают. Ну, на Херсонском идут артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли по обстрелу, по взаимному обстрелу территории. Мы боремся с российской артиллерией, российская артиллерия пытается обстреливать или обстреливает наши населенные пункты, именно населенные пункты. Далее, российские оккупанты продолжают. Ну вот, кстати, я так понял, что Путин решил поиграть в отца народов. Опять же, он очень копирует Сталина, очень. Причем вот это копирование отца народов, оно как-то кривобокое немножко получается, потому что до Сталина Путину еще очень-очень далеко. Да, даже в том, что Путин не настолько контролирует ситуацию в стране, как ее контролировал Сталин. Так вот, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население Мелитополя, распространяя листовки с призывом эвакуировать их в Россию. Запугивают предполагаемым наступлением вооруженных сил Украины. На самом деле, я вам объясню. Вот это, кстати, начали принудительную эвакуацию детей. То есть геноцид продолжается полным ходом. Что они хотят сделать? Российские оккупационные войска хотят максимально вывести украинцев на Россию и разбросать по всей территории страны. То есть размыть идентичность нас как нации, как украинцев. А сюда, скорее всего, они так планируют, так хотят. Сюда будут переселять и откуда-то из глубинки россиян или какие-то другие народности, которые будут себя идентифицировать как россияне. Вот такое вот. Это для того, чтобы следующее поколение, которое вырастет, уже себя не идентифицировало с Украиной. Но это планы, которые не суждено сбыться. Далее. Великая Кардашовка в связи с перемещением тяжелой техники, это вот Херсонская область, там гоняют тралы с тяжелой техники. И для местного населения, для того, чтобы они боятся, что местное население будет это все фотографировать, снимать видео и передавать на большую землю вооруженным силам Украины, они запретили въезд и выезд местных жителей практически полностью там запрещен. Людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов. То есть настолько боятся, что будут передать. Все равно все передают, все мы видим, все мы слышим. Спасибо большое тем, кто помогает, тем, кто передает эту информацию. Вот. И поверьте, ваша информация станет в нагоде. Будет полезная вооруженным силам Украины, когда начнется контрнаступление. А я так понимаю, что час неумолимо тикает и контрнаступление приближается. Войска готовятся, техника поступает, бригады, корпуса, все это формируется для начала контрнаступательной операции, большой контрнаступательной операции. Далее надо отметить, что ситуация в Черном море, вот то, что я вам говорил, она ухудшилась в том плане, что Российская Федерация вывела дополнительные корабли в Черное море. И сегодня на боевом дежурстве находится 15 единиц из состава Черноморского флота, среди которых 6 являются ракетоносителями ракет типа «Калибр». 2 из 6 это подводные лодки, то есть 4 надводных корабля с калибрами и 2 подводные лодки. Но это повышает угрозу нанесения ракетного удара. При максимальном снаряжении этих кораблей, этих носителей, залп калибров может достигать до 40 ракет.
Вопрос, есть ли ракеты на борту, я вчера объяснял по поводу того, что есть сомнения, что вот тот эшелон, который все-таки навернули в Джанкоре, он не доехал, поэтому они ждут следующую партию ракет, которые могли бы быть заряжены на или погружены на эти носители. Но тем не менее они находятся в море, мы не можем проверить, есть ли там ракеты или нет, поэтому для нас как бы угроза, вероятность нанесения массированного ракетного удара, она естественно возрастает. Ну и в заключении военной обстановки урожай. Урожай, который собрали вооруженные силы или силы обороны Украины по всем оперативным направлениям и на линии фронта от Харькова до Херсона. Итак, за прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили, ликвидировали 550 человек личного состава, 2 единицы, 2 танка, боевых бронированных машин 6, артиллерийских систем 10 единиц, реактивных систем залпового огня 4 единицы, беспилотников оперативно-тактического уровня 6, в том числе был сбит беспилотник Куб, это относится он к высокоточному и является ударным дроном. Далее, автомобильной техники и автоцистерн уничтожено 11 единиц. И специальная техника уничтожена 1 единица. Вот такой урожай собрали вооруженные силы Украины за прошедшие сутки. То есть еще практически минус батальон, мотострелковый батальон из состава вооруженных сил Российской Федерации. На этом военные новости мы закончим и немножко поговорим о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. И тут надо отметить, вот западные аналитики, у нас сегодня и завтра Лукашенко в Москве. Вот с чего бы хотел начать, это вот эта новость белорусская. Лукашенко говорил, он там заявлял насчет того, что Украине надо смириться с поражением, что проиграли войну, что надо немедленно прекратить огонь без предварительных условий, сесть за стол переговоров. Так подождите, если вы выиграли войну, какие условия переговоров? Какое прекращение огня? По идее, если вы выиграли войну, если Украина проиграла, как говорит Лукашенко, то почему мы не подписываем тогда капитуляцию? О каких переговорах может идти на сегодняшний речь, если мы проигравшая сторона? Вот. Так что, так его попросил сказать Путин. Естественно, Лукашенко отрабатывает то распоряжение, которое ему дали в Москве. И вот эту инициативу, которую предлагает Лукашенко, что немедленное прекращение огня и начало переговоров, они с Путиным сегодня и завтра обсуждают в Москве. Ну, посмотрим. Я вообще не понимаю, что там можно обсуждать. Они сотрясают воздух своими идеями. Причем Лукашенко озвучивает то, что хотел бы озвучить Путин, но не может. Боится снизить свой рейтинг, а Путин играет, это знаете как, похоже на игру в доброго и злого полицейского, как в американских фильмах. Лукашенко добрый, он типа уговаривает, давайте смиритесь, давайте на переговоры, давайте признайте все победы России. Если вы победители, что же мы должны признавать ваши победы? А Путин играет злого, он говорит, а у меня есть ядерная дубина, я ей сейчас помахаю, и все испугаются. Вот. Но как-то уже никто не боится этой ядерной дубины. Вот. Все наоборот еще сомневаются в ее технических возможностях. Я не говорю там о наличии. Наличие мы знаем, что она есть, знаем в каком количестве, знаем где лежит чего, как говорил Райкин, где, чего и сколько. Это мы все знаем. Вот. Далее. И вот основные западные аналитики отмечают основные темы, что какие могут обсуждаться. Это Кремль продолжает попытки использовать ядерные угрозы для сдерживания предоставления западной военной помощи Украине. Далее Кремль пытается заверить общественность в том, что война
в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий. Врут негодяи, честно скажу. Как бы не хотели, чем дальше, тем экономическая ситуация будет хуже. И кстати, я скажу вам даже почему. Там далее есть интересные новости в плане экономики Российской Федерации. Вот. И самое интересное, что в Кремле начали политику того, что перекладывает ответственность на развитие промышленности на регионы. То есть региональные лидеры уже виноваты в том, что там где-то что-то не сработало, кто-то что-то чего-то не выпустил, и почему-то закрывается завод. Это все виноваты местные власти. Это все не виноват Путин. Не виновата центральная власть. Вот. Так что вот такая вот ситуация. И скорее всего Путин будет дальше пытаться уговаривать Лукашенко в продвижении союзного государства. Я остаюсь на вред. Там некоторые сказали, что вот появилось мнение, что якобы Лукашенко выпросил у Путина ядерное оружие, которым потом будет торговаться с Западом, типа за свои гарантии безопасности. И не думаю, что в Кремле окружение Путина глупее, чем Лукашенко. Они прекрасно понимают, поверьте, Путин не отдаст ни одного ядерного боезаряда. Ни одного. Во-первых, Россию сразу же обвинят в нарушении договора о распространении, о нераспространении ядерного оружия. Если здесь формально оружие остается в юрисдикции России, точнее не формально, а реально оружие в юрисдикции России, просто оно размещается на территории Беларуси по просьбе, допустим, Беларуси. Это один вариант. А если, допустим, Россия передает ядерное вооружение вооруженным силам Беларуси или вообще как бы стране Беларуси, то это совсем другой вариант, это другой аспект в юридическом плане. Как бы Россия не плевала на международное право, но здесь Российской Федерации приходится с этим считаться. Поэтому никто не будет передавать ядерное оружие именно в распоряжение Беларуси. Оно будет просто находиться, российское будет находиться на территории. И то, что там Шойгу заявил, что бригада Искандеров, которая стоит, давно уже стоит, уже больше полугода стоит на территории Беларуси. Это та, которая наносила ракетные удары по территории Украины. Она даже, по-моему, по-моему, с самого начала войны, да, она стоит на территории Беларуси и наносила удары Искандерами в том числе и по Киеву, и по Киевской, по Житомирской области там, и по другим северным областям. Вот. И что ее якобы передали Белоруссии, и что Белоруссии передают С-400, и что авиация Белоруссии может наносить ядерные удары. Подождите, ну так у нас вся авиация советского образца, она делалась из расчета того, что она может наносить удары как оружием в обычном снаряжении, так и оружием в ядерном снаряжении. Единственное, что надо было обучить, это обучить технический персонал на введению кодов. То есть там должна быть, соответственно, структура создана, которая будет вводить коды, активировать ядерные боезаряды и отправляется в полет. Потому что летчик в полете просто нажимает кнопку «сброс», и ракета ушла или бомба упала с ядерной головой. Он не вводит там никаких уже ключей, кодов, паролей, все, уже оружие активировано на земле. Вот это единственное, что надо было сделать для того, чтобы подготовить, как сказал Шойгу, авиацию Беларуси к применению ядерного оружия. Все остальное технически оно было заложено еще при создании этих самолетов, которые есть. Так что вот такая вот ситуация с передачей ядерного вооружения. Путин, скорее всего, будет давить на Лукашенко о дальнейшем продвижении проекта «Союзное государство». Соответственно, Лукашенко будет пытаться лавировать и выпрашивать какие-то преференции или оттягивать вот это вот мероприятие по подписанию вот этих документов. Ну и еще несколько новостей. В Пентагоне заявили, что мы понимаем стратегию вооруженных сил Украины по обороне Бахмута.
в Минобороны США заявили, что находятся в тесном контакте с украинскими военными и понимают их стратегию. Пентагон считает, что ВСУ имеет силы и средства для перехода в наступление, в том числе и благодаря помощи Соединенных Штатов. Так что, про наступление это еще одно подтверждение, что мы готовимся и мы имеем возможности. Видите, даже Пентагон об этом говорит. Ну а по Бахмуту то, что российские войска там реально вляпались, не побоюсь этого выражения. Почему? Потому что они сегодня не могут остановить наступательные действия, и поэтому они туда бросают в эту топку все резервы, которые они собрали. И поэтому сейчас идет активная там за рассылка повесток, и Путин пытается натянуть на уши россиян вот это понятие Великой Отечественной войны. По принципу «вставай, страна огромная», чтобы люди шли в военкомат и шли там за что-то воевать и умирать. Ну, кроме как за идеи Путина, больше там воевать и умирать не за что. Потому что реально никто никакой угрозы Российской Федерации не несет. И если бы не политика Путина, то никаких бы санкций не было. Как купались бы в своих нефтедолларах и в газовых долларах бы как сыр в масле. Но не захотели. Захотели стать империей и захватить чужие территории. В результате получили то, что получили. Санкции, ограничения и практически полная изоляция. И сегодняшняя речь там Путина о том, что Россия, я вам даже основные тезисы из нее скажу, прокомментирую, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. С кем открыто? У кого? С КНДР, с Сирией. Сирия надежный партнер и союзник Российской Федерации. А дружба, только не смейтесь, да, если дальше. А дружба России с Зимбабве проверена временем. Не падайте со смеха. Это речь президента России. Дружба с Зимбабве проверена временем. Сирия надежный партнер. КНДР еще забыли упомянуть. Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к тому, чтобы кому бы то ни было, говорит Путин. Подождите. Грузия, Молдова, Приднестровье, Грузия, Сирия, Украина. Это никаких враждебных намерений? 400 тысяч топчется на нашей земле российских граждан, которые здесь погибают. Никаких и убивают наших граждан, когда уже потери уже будут исчисляться десятками, а может быть и сотнями тысяч человек. Я имею в виду, считая с гражданским населением у нас в Украине. А Россия сегодня уже даже Запад четко констатирует, что там сотни тысяч погибших. Добавьте сюда раненых, там просто ужасающие цифры на сегодняшний день в Российской Федерации. Я понимаю, что на таких просторах России в 140 миллионов населения можно размыть и миллион потерь. Можно размыть. И чтобы это не... Но страна-агрессор, которая кидается на всех в мире, это кощунство. Это не просто кощунство, это лицемерие чистой воды, то, что говорит Путин. РФ будет выступать в качестве одного из суверенных центров мировой политики и выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса. Чего и с кем? Угрожать ядерной катастрофой всему миру? А больше баланса у вас нету. Нефть и газ ваши никому не нужны, кроме Китая. И там еще парочки стран, которые у вас его покупают. И то Китай, главный потребитель сегодня Китай. И газа, и нефти Российской Федерации. Много он там потребит. Остальные балансы в чем? Экономика. Вы продаете свои товары, да вы в рынок сбыта. Россия сегодня рынок сбыта. И то, от которого отказываются, потому что понимают, что нельзя с такой страной жить и дружить. Ну и, как всегда, а кто же виноват во всех российских бедах? Использование американцами таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привели к украинскому кризису. Ага, то есть американцы заставили россиян идти в Украину, здесь убивать наше население и умирать самим от
То есть не Путин отдавал приказ на проведение специальной военной операции, а Джо Байден, наверное, подписал указ, и российские войска двинулись в Украину. Вот такое лицемерие проявляет российский президент, толкая очередную речь и пытаясь в очередной раз, это прямое, на мой взгляд, навешивание лапши на уши российским гражданам. Это полное неуважение к российскому обществу. Он думает, что все идиоты, все бараны вокруг, а он самый умный, он Д'Артаньян. Что ж, если это устраивает российское общество, наверное, так, как говорят, каждое общество, каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает. Далее, Европейский Союз планирует очередной пакет санкций, 11-й пакет санкций против Российской Федерации. Сразу после католической Пасхи, это будет 9 апреля, об этом сообщает Политика. И в этот пакет должны войти меры по предотвращению обхода введенных ранее санкций. То есть это будет пакет вторичных санкций. Это касается тех государств, туда кстати, под этот пакет может попасть Грузия, потому что может Армения попасть. Существует вероятность того, что эти страны могут создавать серые схемы для помощи России в обходе санкций. Могут попасть некоторые страны Азии, которые, если они пытаются помогать России в плане обхода санкций. То есть, кто бы ни пытался, именно разрабатывается пакет санкций на попытки обойти то, что уже сегодня должно работать. Не могу не осветить сегодня президент Зеленский в Варшаве. Это официальный визит. Он прибыл в Варшаву с супругой. Обменялись они приветственным словом с президентом Польши. Президент Польши уже сразу же вручил президенту Зеленскому орден Белого Орла. Это высшая награда Польши. Наш президент сказал, что между Польшей и Украиной не должно быть никаких границ. Это фигуральное выражение. Не надо сразу кидаться в амбиции. Имелось в виду политических, экономических и финансовых границ. То есть мы готовы дружить и сотрудничать с таким соседом, как Польша. И в ходе визита будут обговариваться вопросы обороны. Это будет на первом месте. Поставки вооружения. Польша, кстати, 4 истребителя, как выяснилось из речи польского президента, переданных. 4 передаются и еще 6 готовы к передаче. Всего Польша должна передать порядка 20 истребителей МиГ-29, о которых мы говорили год. Год целый, и наконец-то они у нас в строю. Встречи будут проводиться не только двух президентов. Наш президент будет встречаться и с премьер-министром Моровецким. И запланирован еще ряд встреч с различными деятелями, в том числе и политическими, в том числе и бизнесом. А вот Европа, в частности в лице президента Франции и главы Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен, можно так сказать, десантировалась в Пекине. То есть французский президент с главой Евросоюза прибыли сегодня с официальным визитом в Пекин. Это официальный визит. И МИД Китая ранее заявили, что Си Цзиньпин и президент Франции проведут переговоры, чтобы углубить сотрудничество и обменяться мнениями по основным международным вопросам. Конечно же, будет затронута тема Российской Федерации. И, скорее всего, можно сказать так, смотрите, перед этим был премьер-министр Испании, в Китае. Сейчас приехала Франция, приехал Европейский Союз в общем лице. Перед поездкой Макрон созванивался с Байденом, президентом США. Я так понимаю, они обсуждали общую стратегию проведения этих переговоров.
Скорее всего, вопрос будет касаться, ну, в частности, нас будет касаться в первую очередь то, что Китай будут Китаю объяснять, чтобы он не вляпался в плане поддержки Российской Федерации в конфликте, в войне против Украины. Вот. Скорее всего, позиция консолидирована. Что они будут предлагать, мы посмотрим. Пока трудно очень сказать. Но я думаю, что именно в этом контексте и будут проходить эти переговоры. Кстати, надо отметить, что Китай очень быстро реагирует на критику в плане поддержки России и пытается откреститься. Так что, скорее всего, этот визит будет именно приурочен к тому, чтобы определиться, чтобы помочь Китаю или понять, точнее так будет правильно сказать, все-таки Си Цзиньпин, он как диктатор уже практически, можно сказать, сформировавшийся, судя по тому, как он нарушает все и вся законные постулаты в Китае, он в этом контексте, как сформировавшийся, надо определиться с его позицией, куда будет двигаться Китай, какую внешнюю политику будет проводить. Ну и еще парочка новостей сегодня. Первое, что Соединенные Штаты объявили пакет помощи на 2,6 миллиардов военной помощи. В основном это боеприпасы и техника. Причем техника не столько боевая, сколько логистическая. Это грузовики, топливозаправщики, мостоукладчики, инженерные машины эвакуации. Это все, я так понимаю, это все подготовка к контрнаступлению. И вот этот большущий пакет, я считаю, что это довольно большой пакет, все-таки 2,6 миллиарда, он именно направлен на подготовку к контрнаступлению наших войск. Далее, надо отметить, что наш завод «Украинская бронетехника» начал уже серийное производство выстрелов калибра 60 мм для минометов. О чем мы кричали, что где минометы, где мины к ним. Так вот, впервые наш завод использовал натовскую методику или натовский стандарт в выпуске боеприпасов. Мина выпускается как выстрел, готовый выстрел. То есть, как артиллерист скажу так, что мина идет с основным зарядом, и отдельно в ящике, в отдельном карманчике лежат пучочки пороха. Вы даже как-то задавали вопрос, я вам объяснял, там такие тряпичные колбаски беленькие с ниточкой. Спрашивали, что это такое. Это пучки пороха, которые надо навязывать. Для того, чтобы мина улетела на максимальную дальность, допустим, 120 миллиметрового миномета, на 7200 метров надо навязать 6 пучков, 6-й заряд на нее, 5 пучков, основной заряд в ней и в хвостовике мины, и надо 5 пучков добавить. Здесь заряд уже сформирован, выстрел, мина идет с максимальным зарядом, там эти пучки сделаны в виде такого не разрезанного кольца с порохом, и они уже на хвостовике мины. Заряд лежит в тубусе в отдельном, круглом, герметично запакованный, из непромокаемой бумаги. И получается, что ты открываешь заряд, вынимаешь мину. Если тебе надо максимальная дальность, значит просто ее сразу же и производишь выстрел. Если нужна меньшая дальность, то ты снимаешь лишние пучки пороха. Это намного быстрее, намного удобнее. И мина опять же сразу же заходит в миномет и производится выстрел. Вот такой стандарт. Этим отличаются стандарты выпуска. Допустим, Украина переходит, видите, на западные стандарты даже в выпуске таких вещей, как выстрел к миномету. То есть это уже не боеприпасы к миномету, а выстрел к миномету. Готовый выстрел. Ну и на пасашок, вишенка на торте. Вот про Китай же хочу рассказать про Китай.
Очень интересная новость и очень интересная тенденция. Естественно, после визита Си Цзиньпиня в Москву началась критика Китая в плане того, чтобы Китай не стал на тропу войны и не стал поддерживать российскую агрессию против Украины. Очень много было высказано критики, и посол Китая в Европейском Союзе вынужден был отреагировать на такое количество критики. Видно, в Пекине поняли, что большая часть цивилизованного мира, особенно те страны, с которыми очень большие обороты торговли, критикуют Пекин за его внешнюю политику в отношении этой войны. Неопределенность позиции, причем во всех вопросах, как в поддержке России, так и в осуждении самой агрессии России против Украины. То есть ни вашим, ни нашим. И китайский посол отреагировал в ЕС, и он сделал заявление о том, что Китай не признает Крым российским, как и другие захваченные, он сказал, вошедшие в кавычках в состав России территории Украины. Это то, что там плебисциты проводила Россия на оккупированных территориях. Далее посол отметил, что заявление о безграничной дружбе между Пекином и Москвой является риторическим приемом, не более того. Пекин не выступает в поддержку специальной военной операции России в Украине. Вот такое заявление сделал посол Китая в Европейском Союзе. Но это еще не все. А тем временем в Москве Госстат подводит итоги прошлого месяца. Они каждый месяц подводят итоги. И по финансовым вопросам получился такой очень интересный итог марта месяца. Оказывается, юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России. Об этом заявило агентство Bloomberg. На фоне западных санкций китайский юань заменил американский доллар в Российской Федерации. Впервые юань обошел доллар по месячному объему торгов в феврале месяце, а в марте эта разница стала еще большей. То есть юань, что делает? Китай решил, как и Индия, видимо, покупать энергоносители России, сырье российское в юанях. А что делать Кремлю? Куда девать юани? Он неконвертируемая валюта. Нельзя Китай заставить обменять его на золото, допустим, или конвертировать в какую-то другую валюту. Кстати, Путин об этом мечтал. Уйти от долларового расчета и перейти на рубль-юань, на прямой расчет. Так вот, смотрите, как финансисты это объясняют, что они не знают, куда деть юань, и что они решили? Они решили его продать населению. Вместо доллара продают населению юань. Продают дорого, потом рубль может просесть и купят дешево. И таким образом еще наварят проценты на населении. Но сам факт, что Российская Федерация уходит в юаневую зону. Не в валюту, не в доллары, не в евро, а в юаневую зону. Так что юань в скором времени станет полноправным хозяином финансовой системы Российской Федерации. И Центробанк России будет полностью зависеть от главного банка Китая. Ну что ж, вот такие вот военно-политические новости произошли в нашей стране и вокруг нее за последние сутки. Довольно насыщенная неделя, довольно объемная по новостям. На этом мы первую часть нашего с вами обзора закончим. Я делаю по традиции паузу. У вас, кто еще не подписан, можете за это время подписаться на мой канал. Кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущему видео. И первый вопрос сегодняшнего видео я специально отобрал про ядерное оружие.
опять, ну, машут же дубиной ядерной Российская Федерация. Вот. И, соответственно, соответственно, был вопрос, я решил, что с него надо начать. Здравствуйте, у меня вопрос по ядерному оружию, а точнее, как действовать в случае атаки, если ты находишься не в эпицентре событий. Уже 100 раз разъясняли, что делать, если удар ядерного оружия в радиусе 100 километров, условно. Это все понятно. А вот какие рекомендации следует исполнять в случае, если эпицентр взрыва за сотни километров от твоего города? Например, если атака была там на один город, а ты находишься в другом. И между городами там больше 500 километров расстояния. Стоит ли соблюдать строгие меры в таком случае? Смотрите, все в этом случае самым главным источником информации станет прогноз погоды. Надо следить за ветром, чтобы радиоактивное облако не пришло в ваш регион и у вас не произошли выпадания радиоактивных осадков. Если ветер в направлении вашего региона, значит надо носить одежду, которая будет... Надо носить одежду типа дождевика, так, чтобы на вас не попали радиоактивные частицы. И принимать йодосодержащие препараты для того, чтобы выводить радионуклиды из организма. Ну и обувь и вот эту одежду оставлять в каком-то отдельном месте. То есть это желательно, чтобы это была улица, а не, допустим, помещение, жилое помещение. Ну, в лучшем случае коридоры в отдельную ячейку шкафа. Вообще, конечно, по классике, для того, чтобы надо отслеживать радиационную обстановку, и об этом наши местные власти должны позаботиться. В случае применения ядерного оружия в стране должны объявлять о радиационной обстановке постоянно. И, соответственно, с увеличением радиационного фона вот эти верхние одежды, которые подвергаются, особенно если были выпадания осадков, то она вообще подлежит уничтожению, как правило, сжиганию. Вот. Или хотя бы, допустим, складыванию и запаковке ее в отдельный целлофановый пакет с последующей запайкой, то есть герметизацией. При этом работать надо только в перчатках, носить маску, принимать йодосодержащие препараты и стараться как можно меньше находиться на улице, потому что кирпичные здания, бетонные здания, они все-таки хоть как-то, и герметично закрытые окна, они хоть как-то задерживают радиоактивную пыль, которая может распространяться. Но это только в случае, если облако, радиоактивное облако, ветер был в вашем направлении, в вашу сторону в момент применения ядерного вооружения. Если же ветер был в другую сторону, то тогда просто надо отслеживать радиационную обстановку в вашем регионе. Расскажите, пожалуйста, в чем разница между гуманным оружием и негуманным? И если можно, примеры. Заранее спасибо, слава Украине. Смотрите, оружие, что имеется в виду гуманное и негуманное оружие? К гуманному, слово оружие и гуманное это, конечно, два антонима, которые нельзя совмещать. И такого понятия, как гуманное оружие, не существует. Есть понятие негуманное оружие. Так вот, отличается обычное оружие от негуманного тем, что при применении обычного оружия у человека намного больше шансов выжить. Понимаете? То есть пулевое ранение, не смерть. Если пуля не задела жизненно важные органы, у человека есть шанс выжить и даже сохранить трудоспособность. Осколочное ранение то же самое, хотя тут уже ситуация намного хуже. Но есть такие виды вооружения, которые практически не оставляют шансов человеку на выживание. Это, допустим, боеприпасы объемно-детонирующего взрыва, которые используют избыточное давление для поражения. Человек получает обширную контузию организма, внутренние органы просто разрывает. Вот. Человека как будто раздавили. Шансов на выживание нет.
Допустим, термобарические боеприпасы, то же самое. Там немного обратный эффект. И выжигание кислорода, и шансов на выживание практически нет. Дальше. Кассетные боеприпасы с убойными элементами. Вот то, что применяет Российская Федерация очень часто в Украине. Это шрапнель, вот эти такие похожие, я рассказывал про нее, похожие на гвоздики, но вместо шляпки на хвосте у него как бы оперение такое, как расплющенный, но сороковка, маленький гвоздик с заточенным. Дело в том, что вот эти элементы, попадая в организм человека, во-первых, они летят с большой плотностью, то есть не будет так, что в человека попал один элемент. Нет, там попадет сразу десяток. Во-вторых, они, когда попадают в организм человека, они начинают вращаться, беспорядочно вращаться вокруг себя, делают очень рваные раны, что не дает человеку шансов, большая потеря крови, и человек умирает. Или повреждение внутренних органов, несовместимое с жизнью. То есть шансов на выживание при применении вот этих убойных элементов, то есть вот этой картечи так называемой, у человека практически нет. Это тоже относится к негуманному оружию. Ну и, естественно, зажигательное оружие. Вот то, что Россия постоянно применяет, на Азовстали применяла, в Бахмуте, в Авдеевке, когда горит небо и летит белый фосфор. Почему? Потому что его очень сложно потушить. И человек получает такие глубокие и такие сильные ожоги, температура горения свыше 1000 градусов. Он умирает от болевого шока. Это очень страшная, очень болезненная смерть. И ожоги большие. Нельзя смахнуть, можно только накрыть мокрой тряпкой. И если повезло успеть накрыть мокрой тряпкой до получения болевого шока, и тогда этот фосфор можно потушить. Но если вы тряпку снимете, не факт, то он возгорается, он самовоспламеняется при положительной температуре воздуха и при соприкосновении с кислородом, то есть который имеется в воздухе. То есть на открытой местности он повторно может воспламениться. Вот это относится к негуманному оружию. А гуманного оружия вообще-то такого понятия не существует. Есть обычное оружие, есть негуманное оружие. Расскажите, пожалуйста, зачем ВСУ обстреливает жилые кварталы в Донецке и других городах Донбасса? Им не жалко мирных жителей и детей Донбасса? Они изверги? Вот мне нравятся такие вопросы. Смотрите, когда Российская Федерация обстреливает жилые кварталы на территории нашего государства, это видит весь мир. Попадание ракеты, вот как это было в Днепре, в Запорожье, в Кременчуге, где еще у нас было, в Одессе, в Одесской области, когда мы там неделю разбираем завалы, вынимаем из-под завалов тела, достаем выживших людей, вынимаем тела погибших, раздавленных этими кирпичами, обломками людей, женщин, детей, стариков. Это видит весь мир. Покажите, пожалуйста, так называемые зверства вооруженных сил Украины, где мы обстреляли жилой квартал, и вы разбираете завалы, и там куча трупов. Покажите. Тот обстрел, который там полгода назад показывали, что якобы в Донецке артиллерия обстреляла жилой дом, так приложили фотографию к карте, и получилось, что с Горловки летели боеприпасы, а не со стороны вооруженных сил Украины. Вы русским задавайте, россиянам задавайте этот вопрос. Оккупантам, которые имитируют вооруженные силы Украины, обстреливают для того, чтобы создать, кстати, для того, чтобы создавать такую дегуманизацию вооруженных сил Украины, они создают вам такую картинку. И прежде чем задавать такие вопросы, вам не жалко жизни жителей и детей Донбасса? Нам очень жалко, и мы именно поэтому не обстреливаем. Там мне задавали вопрос, почему телевышку до сих пор нет. А она возле жилых кварталов находится, поэтому мы до сих пор ее не уничтожили. Мы стреляем по промзоне, где склады с боеприпасами. Мы стреляем по железнодорожной станции, где эшелоны с техникой российской. То есть мы наносим огневые удары по военным объектам. Покажите хоть одно доказательство, где что направление прилета снарядов именно со стороны
линии фронта от нас и боеприпас того вооружения, которое достанет туда по дальности. И где эти завалы, где эти убитые дети. А так просто ляпнуть, задать вопрос: вы 8 лет бомбите Донбасс. Ну, это, знаете, это детский лепет на лужайке на сегодняшний день. То, что у нас там десятками и сотнями мы выкапываем из братских могил, замученных в подвалах, как в гестапо. Когда-то в Советском Союзе все возмущались преступлениями фашистов, немецких фашистов, как они мучили там, ну, все считали, и такие там молодую гвардию сбрасывали в штольню, юношей, девушек, которые якобы там партизанское движение вели. Да, я почему говорю якобы, потому что сегодняшняя история там немного ставит под сомнение наличие самой этой организации. Вот. Так у нас сегодня рашисты, русские фашисты десятками убивают людей. Десятками, как в подвалах НКВД, выстрелом в затылок убивают, со связанными за спиной руками. Так что вы, прежде чем задавать такой вопрос, я отвечу. Я специально взял этот вопрос, чтобы ответить. Я отвечу на него. Потому что я знаю, что мне сказать по этому вопросу. А вы, прежде чем задавать такой вопрос, пожалуйста, ссылочку на фото, видео доказательства того, что мы обстреляли, наша армия обстреляла жилой квартал, и вы там неделю разбираете завалы, и там десятки погибших под завалом, в том числе женщин, детей и стариков. Пан Олег, подскажите, возможно ли повесить один из беспилотников, что могут находиться в воздухе длительное время в районе Харькова, Запорожья, для наблюдения и фиксирования пусков С-300, чтобы мгновенно реагировать и передавать координаты на уничтожение? Дякую, привет из Лос-Анджелеса. Дело в том, что у нас нет таких беспилотников. Это надо вот типа Рипера или Global Hawk вешать туда, и чтобы он наблюдал. А вообще, допустим, система противоракетной обороны работает на основе всех видов разведки. И начиная от космической, то есть спутник должен висеть. Я рассказывал, когда вот стал вопрос, что нам передадут Патриоты комплексы, я говорил, что принцип работы Патриота в том, что он связан в том числе и с космической разведкой. Спутник определяет пуск баллистической ракеты, и, соответственно, система успевает отреагировать на вот эту сверхзвуковую ракету, которая идет по баллистической траектории. Также может принимать участие в раннем обнаружении пусков ракет либо радиолокационные станции. Кстати, нам передают такого типа станции дальнего обнаружения и раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Вот они, скорее всего, будут стоять на боевом дежурстве для того, чтобы отслеживать ситуацию в прифронтовых городах. А также могут самолеты. Кстати, тот же F-16. Почему именно вот мы упираемся? Потому что F-16 предназначен для работы в паре с комплексом Patriot. И он может служить либо как разведчик своим бортовым радаром, отслеживать пуски, а может служить как перехватчик. Если система засекает ракету и самолет находится в воздухе в этом квадрате, система просчитывает алгоритм. Если есть точка встречи, точка перехвата, то, соответственно, летчик получает координаты и идет на перехват этой баллистической ракеты. Вот так работает система противоракетной обороны. Но у нас, к сожалению, таких дронов нет. Радары нам дают, наземные радары. Они будут работать в комплекте, в составе вот этой системы ПРО, которую мы строим ее с нуля. Причем мы строим ее не системно, мы строим ее в аварийно-пожарном порядке, пытаясь сегодня получить от наших партнеров ее хотя бы по кускам. Мы вот выхватываем куски, которые нам удается уговорить, чтобы нам передали, и, соответственно, мы ее таким образом и строим. Поэтому пока мы либо мы пропускаем гол в свои ворота, то есть не можем сбить эти баллистические ракеты, и они, к сожалению, достигают цели, либо мы будем на отдельных направлениях отбивать эти удары. Пока так.
Добрий вечір. Є одне доповнення до питання ракетного танку. Вже існує такий аналог ракети, такий як для артилерії М98-2 Ескалібур. Чому б не використовувати такий смарт-снаряд для танку? Чи він не є доречним для використання танком? Слава Україні! Ну, зачем Эскалибур засовывать в танк? Вот зачем масло делать масляным? У танка есть ПТУР, который стреляет через ствол. Вот вам ответ. Это тот же Эскалибур, только на ближнем расстоянии. Допустим, танк ПТУРом может стрелять на дальности до 5 километров. До 5. Танку не надо больше. ПТУР не полетит. ПТУРом нет смысла стрелять как снарядом с закрытой огневой позиции. Почему? Потому что ПТУР летит туда, куда его направил оператор. То есть ПТУР применяется в пределах прямой видимости. Плюс основное предназначение танка это ближний бой. Это контактный бой. То есть куда вижу, туда стреляю. Это уже второстепенная задача стрельба танка с закрытых огневых позиций по противнику. А его главная задача это вот поражать в контактном бою, в прямом боестолкновении, поражать огневые цели противника или его объекты. Вот. У него есть для этого ПТУР. Эскалибур это высокоточный боеприпас, который летит на 75 километров, который применяет артиллерия для уничтожения целей на такой дальности. Поэтому не имеет смысла. И плюс цена Экскалибура. Если танку боеукладку сделать одними ПТУрами и ПТУрами стрелять там по дотам или по пулеметам вражеским, вот как я говорил, там пулеметное гнездо, да, танк подавляет осколочно-фугасным боеприпасом. У него есть такой в боекомплекте. А если все зарядить ПТУрами, то это золотой танк будет. Ни одна экономика мира не потянет такое количество ПТУров, 40 ПТУров в каждый танк. Ну, плюс-минус там боеукладка танка. Поэтому нет. Вчора ви повідомили, що кораблі Російської Федерації чергують у морі з калібрами. Якщо Україна має безпілотники на 1000 кілометрів, чи можуть вони або наші літаки відправити їм сюрпризи? Дякую. Нет, у нас нету беспилотников. Смотрите, беспилотники, которые летят на 1000 километров, они хоть и имеют возможность возвращаться, но так во всяком случае заявляет Укроборонпром, что наши вот эти дальние беспилотники, они имеют возможность возвращаться. То они возвращаются по координатам, их не ведет оператор. Все-таки корабль является нестационарной целью. Корабль постоянно, даже если он не стоит на якорной стоянке, то он дрейфует. Да даже на якорной стоянке его постоянно крутит вокруг этого якоря в зависимости от направления ветра. Вот. Поэтому, вот как рыбаки делают на рыбалке, они бросают 2 якоря, чтобы лодку не носило вправо-влево, чтобы ее более-менее зафиксировать на месте. То же самое и корабль. У него есть носовой якорь и есть у больших кораблей есть еще и кормовой якорь, чтобы зафиксировать. Но в море, в открытом море никто на якорь не становится. А подвижную цель эти дроны поражать не умеют. Они летят по координатам. Дронов, которых бы управлял оператор, типа Reaper, или там, опять же, мы возвращаемся к этим американским, или Global Hawk дрон, который там 23 часа в воздухе, он все видит, слышит и в режиме онлайн передает. Так он управляется спутником. Понимаете? Через спутник, точнее. Он управляется оператором через спутник. Поэтому он может летать по всей акватории воздушного пространства на земном шаре. И он в режиме онлайн все передает. Вот он может. Но вы еще не забывайте еще один момент. Кроме того, что вот я рассказал про стационарность цели, у каждого корабля есть еще система ПВО, которую надо преодолеть для того, чтобы нацелиться на этот корабль. Вот ракеты противокорабельные, я рассказывал об этом тоже. Как они преодолевают систему ПВО корабля? Когда цель уже находится в непосредственной близости, включается головка самонаведения, она уточняет координаты, наводится более точно на цель, и ракета максимально разгоняется. Как правило, там от 2 до 3 махов
она разгоняется для того, чтобы успеть преодолеть систему ПВО корабля. Дрон, тихоход этого сделать не может. Поэтому это нецелесообразно. Как думаете, что важнее для Украины? Разгромить по максимуму войска Российской Федерации или освободить территории, даже если Россия сохранит армию, своевременно выводя войска? Я думаю, для нас важнее освободить свои территории. Главное выбить российские войска на границе 1991 года. Почему? Потому что тогда мы можем применять целую кучу инструментов. Ну, во-первых, выйдя на границы 1991 года и объявив об этом официально, каждый следующий выстрел со стороны России можно расценивать как вооруженное вторжение. То есть негласное объявление войны со стороны России. Соответственно, международное право и все, кто его поддерживает, на нашей стороне автоматически. Второе, мы можем использовать инструмент миротворцев. Причем не обязательно это ООН. ООН это мертвая организация, и когда она самораспустится, это вопрос времени. Причем я думаю, что недалекого будущего, а где-то ближайшего. Потому что когда страна-агрессор, которую большинство стран мира признает агрессором, сегодня руководит в Совбезе ООН, это вообще просто выходит за рамки какой-либо логики и разума. Вот. Привет опять же, как я люблю говорить, привет пану Гутиеррешу в этом плане, генеральному секретарю ООН. Вот. Поэтому для нас это важно. А миротворцы могут быть сформированы из числа стран. Причем в этом случае размещение миротворцев на нашей границе не будет требовать согласия Российской Федерации. Понимаете, пока не на нашей территории, вот сейчас для того, чтобы поднять вопрос миротворцев, надо согласие обоих сторон. До 22 года надо было согласие обоих сторон. Понятно, что Россия была категорически против этого. Когда действовали когда было вот это прекращение огня по Минским договоренностям. Вот. А когда мы на государственной границе, то мы просто приглашаем иностранный миротворческий контингент, который формируется из стран, изъявивших желание, предоставивших войска, и мы их ставим на границе. И, соответственно, стреляя в нашу сторону, они стреляют в сторону этих стран. И они автоматически втягиваются в этот вооруженный конфликт. В этом и смысл выставления миротворческой миссии. Поэтому для нас намного важнее выйти на границы 1991 года. Пусть вот как в Киевской области, все, что успели убежать, Бог с ними, пусть убегают. Как в Херсонской области, успели убежать, пусть убегают. Понятно, они боевой потенциал будут восстанавливать десятки лет. А в санкционном режиме так еще больше. Не один десяток лет будет восстанавливать свой боевой потенциал. Будут нас беспокоить, начнем отвечать. Будем проводить стабилизационные мероприятия, заходы, скажу. Вот. И пригласим миротворцев, все что угодно. Главная граница. Это главная задача. Тогда можно считать вопрос войны решенным процентом на 90. Відповідаючи на питання про бомби, які можуть впасти на Петріот, ви сказали, що наше командування не буде розташовувати Петріот ближче, ніж 50 кілометрів від лінії фронту. Харків знаходиться 40 кілометрів від кордону. Чи це значить, що нам, харків'янам або жителям області, можна вже не мріяти про захист від Петріот? Чи Петріот буде встановлений так, щоб його бойовий радіус лише перекривав велике місто Харків, а жителі прикордоння все одно будуть страждати? Що ви думаєте? Дякую за відповідь. Смотрите, скорее всего, Патриот будет размещен, если он будет там размещаться, он будет размещен таким образом, чтобы дальняя граница применения Патриота проходила по государственной границе Украины. Так что вот эти 40 километров до кордона будут перекрыты возможностями Патриота. Кстати, если его даже в 50 километрах от границы поставить, при радиусе 100 километров, он еще и перекроет часть российской территории.
Поэтому не переживайте. Если решение будет принято, город будет, естественно, под охраной этого комплекса. Насколько успешно, покажет бой. Точно сказать никто не может. Пока что производитель гарантирует нам, и страны-эксплуатанты подтверждают это, что 90%, то есть 9 ракет из 10 Patriot может сбивать. И не переживайте, все будет перекрыто. И город в том числе. Еще раз повторюсь, если генеральный штаб примет решение. Но, как вы говорите, для других населенных пунктов области, да, действительно, там может быть дырка. Почему? Потому что батарея одна, а границы 2000 километров, если брать, ну, почти 2, если брать границу с Российской Федерацией. Вот посчитайте, если по 100 километров радиус, при условии как минимум 30% перекрытия одной батареи другой, для того, чтобы создать сплошную зону перекрытия воздушного пространства, сколько батарей Patriot надо? На полторы, сколько у нас там, 1000, ну по 2000 километров граница с Российской Федерацией. От Азова до Белоруссии. Вот. Поэтому на первом этапе, я же говорю, что сейчас мы создаем систему ПРО в режиме тушения пожара. Где подгорает, там и тушим. В последующем, понятно, что нам надо будет договариваться с НАТО, размещать у себя на территории станции элементы ПРО и вступать в единую систему, уходить под единый зонтик НАТО. Вот как сейчас делает Финляндия. Она сейчас получит, в первую очередь, я думаю, что Финляндия получит элементы системы ПРО и закроет свое воздушное пространство в единой системе безопасности НАТО, стран НАТО. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали в сегодняшнем видео. И на этом мы с вами вторую часть видео закончим. И у нас с вами остается третья. Это приветствия, комментарии и пожелания, которые вы прислали. И сегодня прозвучат они следующие. Доброго вечора, ми з Одеси. В нас все гаразд. Ми взагалі спали, нічого не чули. Путіноїди, не дочекаєтесь. Слава Україні! Велика подяка за інформацію. Слава нашим захисникам, путіноїдам. Добро пожаловать у пекло. Вы счастливые люди, если вы в такой трэш, говорят, творился в небе Одессы, и вы спали и ничего не слышали, то в этом плане будем считать, что вам очень даже повезло. Привет с Литвы. Кёнигсберг надо отдать Литве. Мы потянем. Там все топонимы имеют литовские названия. И вся территория раньше называлась Малой Литвой. Там земли балтов, только немцы их захватили после неудачной войны, руководимой Хиракусом Мантом. Что-то похоже, как в Шотландии Волес. Мантас был великий и талантливый вождь, но силы не равны. Так что там исконные земли балтов, а не немцев, и тем более русских. Ну вот видите, не тронь проблему. Вот что Путин сделал, вот он открыл ящик Пандоры. Теперь каждый имеет право сказать, что а вот исторически было по-другому. И если так разбирать, то от России останутся рожки до ножки. Вот честно. Поздравляем Финляндию с обретением мощной защиты под эгидой НАТО. Верим, что Украина выборет законное право, может иметь постоянную коллективную защиту, особенно учитывая нынешнюю беспредельную агрессию со стороны восточного соседа. Ну что ж, мы сами на это надеемся и выбариваем это право. Добрый день, привет из оккупированного Мариуполя. Каждый день смотрю ваши выпуски. Кроме того, что на работе огромное давление по поводу получения российских паспортов, еще и новая обязаловка на 100% вступления в партию «Единая Россия». Держусь до последнего, ни паспорт, ни в партию не навяжут. Вы просто молодець. Доброго вечора, всім привіт з Одеси. Одеса – це Україна, була і буде.
За полгода взять районный центр Донецкой области реально крупный успех второй недоармии мира. А если через месяц еще село какое-то взять, это ж от гордости может рубаху разорвать. Не забываем про позорный Херсоно-Изюмский бег. Рашистские оккупанты сильны во всех дисциплинах. Да, они умеют делать жесты доброй воли. Как на острове Змеиный. Полгода пробуют взять районный центр Донецкой области. Это реальная сила второй недоармии мира. Так, стоп, извините, не переключилась. Мы, украинцы, от всего сердца поздравляем Финляндию с официальным вступлением в Североатлантический альянс НАТО. Это мега важно, иметь защиту от сумасшедшего соседа в лице Российской Федерации. Искренне надеемся на вступление в альянс в скором времени после победы над рашизмом и нашей страны. Желаем всем мира и процветания. Да, кстати, этот вопрос тоже обсуждается, и Столтенберг сказал, что никаких проблем. После победы сразу садимся за стол переговоров по вступлению Украины в НАТО. И НАТО, кстати, то, что я говорил, как всегда, план помощи Украине в перевооружении и переоснащении армии готовит полным ходом. Здравствуйте, у нас в эфире было обсуждение обстрелов в Белгородской области. Так вот, думая, что это силы местной самообороны, зашли в военторг, скупились и наводят шум. Украина к этому не причастна, нас там нет. И о переживаниях Путина по поводу Крымского моста, ну что же тут поделаешь. Есть такое выражение: нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Слава и поклон силам обороны Украины. Артилерісту на заметку: при стрельбах Оса і Тунгуска використовують ракету «Град». Хаймарс ракета значно більша і ще набагато швидкіша. На жаль, нема вундервафлі. Ну, я вас поправлю. Смотрите, не совсем ракету «Град». Скорее всего, вы имели в виду то, что при обучении расчетов в таких комплексов, как «Оса», «Тунгуска», ну сейчас, наверное, и «Панцирь-С», надо использовать так называемый ИВЦ, имитатор воздушной цели. Я когда-то на Львовском полигоне имитировал эти воздушные цели для расчетов Тунгуски. С 24-й тогда еще механизированной дивизии, с пехотных полков приезжали вот эти батареи и реактивная артиллерия. И мне пришлось осваивать «Катюшу» БМ-13. И стреляли снарядами РС-3. И это осветительные снаряды для «Катюши». 44-45 год производства был этих боеприпасов. Они вешали фонарики, и фонарики сбивали. По снарядам реактивным это неправда. Именно имитатор воздушной цели заключался в том, что реактивный снаряд РС-3 осветительный открывался на траектории и появлялся фонарик. Мастерство экипажа оценивалось по скорости сбития этого фонарика. Чем быстрее его сбивали с момента раскрытия, тем лучшая оценка была у экипажа. Так тренировались расчеты тунгусок на Львовском полигоне. Ой, чтобы не соврать, это был где-то, по-моему, в 86 году. Да, примерно так. Но не снаряд «Град». Снаряд «Град» вы не поймаете. 900 метров в секунду начальная скорость снаряда. Посчитай, практически 3 скорости звука. Куда? Какая тактическая единица, которая на 5 километров максимум стреляет, она может быть увидит штрих на экране радара у оператора, но снаряд поймать и отреагировать это просто нереально. Поэтому «Град», но не тот. «Катюша» используется для обучения расчетов тактических средств ПВО. Мені здається, що Сполучені Штати Америки не дуже зацікавлені в повному розгромі Росії, а тільки максимально послабити у військовому та економічному підґрунті. Тому після повного розгрому Росії НАТО вже буде, тому що після повного розгрому Росії
НАТО вже буде як би не потрібно. Протистояти не буде для кого? Ваша думка? Думаю, що так. Думаю, именно так. И поэтому они, я всегда с самого начала говорил, что Соединенные Штаты, на мой взгляд, тянут больше на дворцовый переворот, на смену политического режима в Российской Федерации. Вот. Но а тут, кстати, в военном разгроме они заинтересованы. В том, чтобы потом меньше было проблем. Они прекрасно понимают, что без военного разгрома политический строй в России не поменять. Потому что только военный разгром не даст Путину возможности сохранить власть. Ему просто будет нечего сказать своему окружению. Я не беру в расчет российский народ. Почему? Потому что они абсолютно не влияют на политическую ситуацию в этой стране. Там влияет только Кремль и вот эта вот вся мышиная возня внутри самого Кремля. На рахунок неминучого наступу Збройних сил України. Якщо б Генеральний штаб затвердив стратегію наступу не на окуповані території, а, наприклад, провести спеціальну воєнну операцію по захопленню міста Білгород та його околиць. В даний момент майже всі бойові частини росіян знаходяться в Україні, а тил в них дирявий. Поки б вони роздуплилися та що та до чого, та навіть могли б і деякі свої бойові частини перенаправити на Білгород для відбиття нашої атаки. Ну а далі вже конкретно вдарити всіма потужними силами в сторону Мелітополя та Бердянська. І наші партнери дуже були б незадоволені, якщо б ми захопили Білгород. Дякую за відповідь. Слава Україні, слава Збройним силам, перемога наша. Ну, я думаю, что может быть такой вариант и есть в умах офицеров Генерального штаба, но вы сами ответили на свой вопрос в том плане, что на сегодняшний день, я думаю, что и наше политическое решение, видите, мы не наносим удары по территории России. И, соответственно, наши партнеры, скорее всего, придерживаются и нам, может быть, даже в некотором смысле навязывают эту точку зрения, что никаких агрессивных действий на российской территории проводить мы не должны. Вот граница это священная. Выходим на границу и на этом стоп. Хотя жизнь такая штука, как говорил Наполеон, любой план сражения прекращает свое существование с первым выстрелом этого же сражения. Поэтому война покажет, бой покажет. Хочу задать вопрос. Мой друг служил в Афгане на аэродроме, цеплял бомбы. Он не любил рассказывать, но как чарку выпьет, язык развязывается. Язык развязывается. Когда маджахеды сбили вертушку с большой шишкой на борту, всех подняли, выдали спецодежду, химзащиту, целые сутки цепляли невиданные бомбы. Явно внутри какая-то жидкость. Многие солдаты при жаре 40 градусов падали без сознания, снимали химзащиту, ощущали какой-то спецзапах бомбы, были в герметичных контейнерах. Офицеры на бомбах писали за командира, после дали подписать бумаги о неразглашении не на 10 лет, а на всю жизнь. Мой друг умер 45 лет от какой-то болезни. Даже врачи не могли установить, какой крепкий парень был. Я пишу это со слезами на глазах. Неужели это правда? Эти твари травили афганцев и своих не жалели. Я и сам приехал бы в Украину бить кацапов, но уже стар. Знайте, литовцы, последние штаны отдадут, лишь бы победили. Бейте гадов, никакой пощады. Слава Украине. Ну, знаете, я отнесу ваш рассказ к армейским байкам. Вот честно, потому что может быть где-то какие-то виды вооружений и испытывались в ходе боевых действий в Афганистане. Но вот такой рассказ, что применялось какое-то, я так понимаю, вы намекаете на химическое оружие. Если бы оно применялось, сразу скажу, Соединенные Штаты на тот момент, поддерживавшие маджахедов, они бы это раструбили на весь мир. Из Советского Союза сделали бы отбивную котлету за применение химического оружия. Смотрите, что делают с Российской Федерацией
после случаев применения химического оружия в Сирии. Вот. Так что нет, это было бы известно всему миру. Так что очень хорошая, красивая, но я скажу, что это, на мой взгляд, это армейская байка. Относительно, ну вот, в завершение все равно тема ракетного танка не оставляет умы и сознания моих слушателей и зрителей. И это хорошо, что люди интересуются и высказывают свое мнение. Относительно ракетного танка стоимость снаряда и ракеты разные в несколько раз. И танк может на большие расстояния из пушки поражать цели разными снарядами. Аптур против брони работает. Если его против чего-то другого использовать, то стоимость выстрела будет почти золотой. Нерентабельная идея. Ну что ж, вот на таком комментарии мы на сегодняшний день закончим наш с вами обзор по оперативной обстановке и военно-политическим событиям, произошедшим в мире и в нашей стране. Я благодарю вас за ваше внимание. Напоминаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Все, кто смотрит это видео, ставьте лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше других людей. Спасибо спонсорам и тем, хто допомагає моєму каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити Збройним силам України. Перемога наша, слава Україні!